Подписчики, всем привет! Меня это зовут Влад 4. Глен! Я здесь! Мы это, в пустыне! Ну а если быть точнее, мы в Бабае! Сегодня мы приехали сюда, чтобы попробовать все развлечения, которые есть в пустыне. У нас все забронировано, все куплено, билеты оплачены. Сегодня будет сафари, карсинг, верблюды, все что угодно. И даже, да, ребята, воздушный шар. Воздушный шар! Это же просто моя мечта! Я уверен, этот ролик получится обалденный. Потому что посмотрите сюда. Да, ребята, с нами снимается солнышко. В общем, обязательно досматривайте до конца, чтобы не пропустить ничего интересного, потому что сегодняшний ролик лайвовый. Мы будем стараться сделать каждую секунду этого ролика интересной. Поэтому, ребята, приятного просмотра. А мы... Что сальтуху сделал? Как ты сделаешь сальтуху, если ты не умеешь? Погнали! Ой-ой-ой, вот это... Как могу? Погнали! Ребята, начинается настоящий пустынный движ. Мы будем кататься на этих иржанчиках. Верблюдики готовы, прогреты. Здравствуйте. Прикиньте, я ни разу в своей жизни не катался на верблюдах. Мне кажется, он медленный такой, знаете, вальяжный. Ну, мне кажется, медленно это тоже прикольно. По пустыне, на расслабоне. Я думаю, ты со мной согласен, братишка. Вот это у него голова. Предлагаю оседлать эту кобылку. Опа! Ничего себе! Они такие высокие! Чего? Чел, что происходит? Подвеска такая, я тебе скажу, качает. Ё-моё! Здорово! А ты сегодня на халтуре, да? Смотри, просто халтурщик. Ну что сказать, пустынный движ. Интересно, а верблюды могут сделать типа и меня опрокинуть? Ребята, вот это я понимаю движение. Я ни разу в своей жизни не катался на верблюдах, это необычно. Ну что, готов вот так вот километров 100 проехать до соседней деревни? Не, ну 100 километров точно нет. Я бы уже, если честно, слез, потому что я эмоцию получил, я уже понял, каково это. Да и, если честно, тут очень сложно сидеть. Подъем. Ой-ой-ой, сразу надо держаться. Кстати, интересный факт. Многие думают, что вот здесь вот на горбах у верблюдов хранится вода. Это неправда. Там что-то другое. Ё-моё, пожалуйста, остановись. Промежуточный итог. Если вам когда-то предложат покататься на верблюде, в принципе, можете это сделать. Это достаточно интересно, но только недолго, потому что уже, если честно, у меня спина такая, а что это происходит? Что это мы ходим вверх-вниз вот так вот? Ну все, небольшая 5-минутная прогулка. Нас уже вон возвращают к старту. Мы уже паркуемся. Галочку мы поставили. На верблюдах покатались. Что там у нас дальше? Нас привезли в какую-то такую вот локацию. Rose water, took a lid up your hands. Дезинфицировался наполовину. О, она пахнет розой. Ну, короче, нас привезли в какое-то такое интересное место. Мы видим уже столы накрыты, а вот и наш. Вообще, меня смущает вот один момент. Что-то напоминает какое-то свидание больше. Но смотри, так как я снимаю как бы практически от первого лица, это свидание с подписчиками. Давайте угощу вас напитком. Давайте. Поухаживаю за вами. Спасибо. Вам что, водичку или... По-любому вот это. Да, это вообще вкусно выглядит. Зеленая жижа с кусочками. Я не знаю, что это, потому что цвет незнакомый. Если что, лайк поставил я уже под этот ролик, поэтому я уже хочу выпить что-нибудь. Вот, и подписчики, попробуйте. Давайте, let's go. Слушай, неплохо. Судя по твоему лицу, есть какая-то кислинка, да? Небольшая. Очень даже вкусно. Мне вообще кажется, что это можно назвать даже оазис. Ну, знаешь, типа, среди пустыни, вода, пальмы. Не, подписчики, ну реально, ну гляньте, мы в оазисе. Короче, у нас сейчас небольшой перекус. Конечно же, вам сейчас все покажем, расскажем. А пока, как думаешь, обзор туалета интересно? Туалет в оазисе? Я даже сам хочу просто сходить и посмотреть. Так, в оазисе есть дерево, и на нем растут... Что это такое растет? Понятия не имею. Если есть ботаники, напишите. Туалет в оазисе выглядит вот так. Смотри, хочешь прикол? Да. Глент. Ой-ой-ой. Не, ну неплохо. Слушай, для пустыни это вообще хорошо. Ну что? Понятно. То есть мы мешаем. Ладно. Так, подходи, проходи нормально, можно. Можно? Так, вот здесь стой. Да. Ну что, открывай. Ничего себе! Я бы хотел попробовать арбуз и дать оценочку арбузу. Ребят, вам не передать, я никогда такого в жизни не ел, реально. Реально хорош. Так, это что? Это английский завтрак.
Я скажу сразу, неуважительно. Яйцо недожарено очень сильно, это вообще вонючая штука. Зажрался. Я даже когда не зажрался, еще это не ел. Вот дайте мне сковородку, я сам все поджарю. Ты на солнце поставь. А вдруг поможет? Ну что, мы подкрепились и готовы двигаться дальше. Вот такие движения по пустыне, катаемся, ищем приключения. Короче, А4 Production просто кучу всего нам набронировал дистанционно, представляете, спасибо А4 Production. И мы просто катаемся по пустыне, собираем разные эмоции, впечатления и снимаем годное видео. Так, фиксируем. Non-alcoholic sparkling apple, яблочная газировочка. И еще вот такие вот у нас движения в Дубае. Ну это так, между активностями нам тут прям по центру пустыни поставили стол. И вот угостили клубничкой, водичкой и спарклинг эпплом. Но все равно, если вы сделаете стоп-кадр, Глент ничего не докажет. Ой, осуждаю. А, кстати, может быть, это спарклинг Samsung? Пытаюсь понять шутку. Спарклинг Samsung. Может быть, это... Слушай, тяжело было допереть, но я допер. Ну, короче, вот такие движения. Вот такой вот у нас пит-стоп небольшой. Клубнички покушаем, газировочки попьем, водичка запьем и поедем дальше. Вот такой вот вайб. Неожиданно перемещаемся вот в такую вечеринку. Так, я думал, я буду выглядеть как модный драйвер пустынный. А я как чепуха. Это я, ребят, пустынная акула. Думал, что мне сейчас ударит. Нормально. Ой. Ну что, ребята, мы отправляемся кататься на вот такой вот штучке. Вот здесь буду я. Вот там будет Глент. Ну, наверное. Погнали. Смотри, твой руль. Твой руль, это педаль тормоза. Ладно, почему мы так резко начали ехать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, очередная пустынная суета начинается. Я видел, как на этих штуках люди переворачиваются. Спасибо за информацию! Помогите! Спасибо за то, что здесь есть остановка. Change, new drive. Окей, let's go. Вот сейчас, ребята, Глент гонщик в теме. Здравствуйте. Я вообще газ отпускать не буду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мы поехали. Let's go! Ё-моё, она реально мощная. Пустыня — это такая свобода! Ё-моё, ты почувствовал, что мы подлетели? Да. Я ни разу на баги не подлетал. Я сейчас очень испугался. Ой, ржаны! Слушайте, это реально круто. По пустыне, на такой мощной штуке. Адреналиново, интересно и супер заряжает. Ух, да, это хорошо. Но, когда вы едете на такие туристические штуки, готовьте, что вам все будут пытаться впарить. Фотографии, фотки с орлом, вот такие вот штуки. Все постоянно пытаются продать. А он еще хотел мне платье это продать белое. О, чел, ты! Но это часть пустынной суеты, и мы это прошли. Из минусов обязательно, ребята, делайте это в очках, потому что просто песок сыпет невероятно. Эти штуки считаю реально оправданы, потому что все волосы были бы в песке. В целом ощущение, как на льду. Машина скользит свободно. А я бы когда-нибудь еще это повторил, да, но без человека спереди, чтобы на полную катушку. Абсолютно согласен. Не, ну мы реально быстро ехали. Это Иногда были реально такие вот нервные моментики. Так, а что у нас дальше? Давайте узнаем. Так, ребята, нам сказали, что будет дальше. Короче, мы на вот этой тачке, сейчас я вам ее покажу снаружи.
Вот она, на арабском чипе. Мы сейчас сдули немного колеса для того, чтобы по песку было легче ездить. Потому что мы сейчас отправляемся в пустыню и будем скользить на дюнах на этой тачке. Это должно быть эпично. Ой-ой-ой, он сразу. Не выдавайте, Он вот, сразу. Продолжай. Ничего, Он я сразу рассказываю. сует. Ой-ой-ой. Он сразу суету наводит. Вот это хасанит, чел. Ё-моё! Начальник, мои вещи! Камера! Я предупреждал, что надо закреплять. Вы посмотрите, какое расстояние до потолка. Я чувствую, что я войду сейчас в него, реально. Ой-ой-ой, хасанит. Вот это мужчина. Что? Ой, гора, смотри-ка. Ой-ой-ой. Мы сейчас с вами заслайдим. Жестко заслайдим. Блин. Вау. Нормально. Дело чувствует. Дело наводит суеты. Что? Он просто Что-то показывает. Куда? Показывает. Просто Куда смотри смотри? вперед. Опа! Опа! Он еще и остеопат, оказывается, позвоночники вправляет человек. Я даже не знаю, с чем это сравнить. У меня такого опыта в жизни не было. Вездеход был майбахом по комфортности. Оу, найс, Do this again. Окей. Блин, видно же, мужик кайфует от работы, реально. Он видит яму, и он такой: о да, это моя зона. Так, я постарался сделать так, как будто это мои глаза. Вот это я вижу, да. Вы видите горизонт и как он меняется. Честно, чутка подукачало. Ой, это что было? Вот горизонт, ребята, если что. Вот горизонт, вот мы. Это... Дубайский движ. Что-то мне реально все. Это конечное, по-моему, нет? Я видел, как это выглядит со стороны. Это эпично. Огромный белый квадрат скользит по песку. Я катался на всяких американских горках, но такого я не испытывал нигде. Опа. Come on, Умон, вот. outside. Сандбординг? Yeah. А, вы видите, да? Yeah, we can take it the sandboarding from the up, so you can enjoy. Сэндбординг, боже, я все видел. Я видел катание на воде, на щетках, катание в аквапарках. На щетках, да, я не шучу. Крутятся механизмы, и ты на них скользишь. Но бордить на песке — это что-то новое. You want to sit or you want to stand? I want to stand. О, это заявочка на уважение. Sit for girl. Oh, sit poor girl. Okay, come. Don't miss it, okay? Yes. Поехал! Как тебе? Медленно. Ну что, твоя очередь. Моя? Мы здесь на 6 лет останемся, если я буду стоя пытаться проехаться. Блин, какая красотища. Ну красота же, нет? Так, это вот для меня. Я сейчас присяду. Ну понятно. Ну что это такое? Ready? Yeah! 1, 2, 3. В принципе, эмоции, которые здесь вот получаешь, легко представить. Не спеша по песочку катишься. Если честно, кажется, что таким можно удивить только детишек. Кстати, ребята, блин, а как пустыня на английском? А, кто знает, напишите в комментариях. Пустыня. Может быть, pineapple? Блин, не помню. Напишите в комментах. Прикольно, что в пустыне тебя вообще никто не слышит, и ты можешь кричать все что угодно, думать все что угодно, ходить. Слушай, ну тебя не слушают не только в пустыне, а еще и на канале. Вот люди, которые не подписываются. Мы уже вот 5 лет просто просим подписаться, а статистика как будто не меняется. До сих пор 50% зрителей смотрят ролики без подписки. Это что? Это вообще как? Ребят, ну услышьте нас, пожалуйста. Мы вон стараемся, поперлись в пустыню снимать для вас ролик. Это половина зрителей, вы чего? Да и правда, контент у нас классный, позитивный, добрый, развлекательный. Подписывайтесь на канал, хуже от этого точно не будет. Сейчас, ребята, я договорился, что подсниму снаружи, как выглядят вот эти вот все трюки, чтобы вы увидели эту красоту. А это реально красота. Белая точила по песку скользит. Ух, ну в пустыне, конечно, жарко. Хотя сейчас ноябрь, 1 ноября. Кстати, ребята, кто ждал ноябрь, чтобы принять челлендж, ну, кто в теме, тот в курсе, напишите в комментариях, как справляетесь. Ну, или если смотрите уже не в ноябре, справились, не справились. Ну, это я к чему? Что в ноябре здесь еще прохладно. Ну что, погнали. Он собрался подниматься? Ой-ой-ой. Кто увидел лицо Глента? Оно напугано. А, это все? Ну, вы поняли, да? Фух. Пустынное движение. Жесткие развлечения. Вроде приехали. Фух, вот так вот. Это было жестко. Ну что, ребята, предлагаю переходить к самому сладенькому. Перемещаемся в самое начало этого дня. Let's go!
Ребята, снова здравствуйте. Пожалуйста, взгляните на время. 5 утра, и мы едем полетать на воздушном шаре. Вау! Теперь вопрос, это туман или песок? Закончился, смотри. Что? Я только хотел сказать, может быть, это дым. Мы только что проезжали зону, где метр, все, и уже ничего не видно. Просто иногда появляются люди в темноте с фонариками. Hussam balloon. Good morning, Hussam. Это какой-то фильм ужасов. Hussam. Реально мы как будто в фильме. Мы точно приехали полетать на шаре, а не на страшный квест. Я на самом деле хочу все снимать, потому что в Дубае очень красивая картинка, куда ни поверни камеру. Все машины поехали прямо, мы куда-то повернули. Не, мне вот реально не весело уже. А сейчас вообще-то ничего не видно. Просто какой-то одинокий фонарь. Не, я не хочу туда, не. Что, стол? Это для нас, реально? Не знаю. У нас просто спросили, а вы знаете, что вас ждет, или это сюрприз? Мы такие, наверное, сюрприз. Это какой-то фильм просто. О, человек с фонариком идет. Так, я пойду выйду, посмотрю, как это все выглядит. Опа! Это просто пустыня, посмотрите. Машина и... Чего? Так, здесь какая-то конструкция непонятная. Веревки. Тросы, 2 сидушки. Наверное, здесь потом будет прекрасный вид. Но мы об этом узнаем чуть-чуть попозже. Кстати, я спросил, что вот это вот все, ну почему ничего не видно. Мне сказали, что это фог. Вот перевод. Так, если вы сейчас заметите, увидите, я не знаю, это песок. Видите, видите? Это частички воды, это какая-то мега редкость такое увидеть. Это как снег, только очень-очень маленький в виде воды. Вау, это такое залипалово. О, вы тоже видите? Слушайте, не кажется, что это похоже немножко на свидание? Я не знаю. Что это? Это тросы, которые нам как куда-то будут цепляться, чтобы мы не выпали за шар. Да, чтобы вы понимали, сейчас для подтверждения. Сейчас 5 часов 32 минуты. You like some coffee, maybe? Кофеек предлагает. Мы же это когда-то ели. Помнишь, как это называется? Финики. Финики! Это очень вкусно. Very tasty. Есть один вопросик. Можно тебя на секундочку? Да, давай. А где воздушный шар? А where is balloon? Он сказал, что где-то, ну где-то вот тут. О, что-то вижу, какую-то лампочку. Кстати, потихоньку это развеивается туман. Если будешь падать, держись за него. Все, безопасно. Такого в обычной, в повседневной жизни как будто быть не может. Потому что мы в Дубае. Кстати, хочу вам рассказать интересную информацию. Мы вообще должны были полететь на шаре вчера, но все отменилось. Знаете почему? Потому что прогноз погоды показывал опасные ветра. Представляете? Если бы мы поднялись и ветер был сильный, мы бы просто... Да, поэтому все перенеслось на сегодня. Так, какой-то еще один хотел интересный факт рассказать. Сказали, что вначале будет холодно, потом мы поднимемся, взойдет солнышко и будет очень жарко, поэтому я взял очки. Ой-ой-ой-ой, какой ты бизнесмен, слушай. Вот когда мне Влад впервые рассказал про погоду, я такой, ну да, хорошо, что перенесли на завтра, а ничего, что погода меняется вообще каждую секунду. А если ветер пойдет прямо, когда мы взлетим, например, мне от этого страшно, но я готов, потому что полетать на шаре это тоже одна из моих целей в жизни была. На самом деле очень забавно, что из-за того, что карта не прогружена, я не понимаю, что происходит. Почему мы одни? Были же еще машины. Где наш шар? Ждем, пока игра прогрузится до следующего чекпоинта. Так как это настоящий полет, здесь такие же правила, как в самолете. Ну, не такие огромные, но не менее важные. Расскажу вам. Нам сказали, что основная позиция, когда мы приземляемся, когда мы все что-то делаем, вот такая. Типа сидим. И сказали, что есть 3 типа посадки. Первый — это мягкая, когда мы просто приземляемся. Есть бомбинг, он что-то сказал. Это когда корзина приземляется и делает вот так. А третье, он сказал, что есть драконье падение. Это когда корзина падает, бомбинг, переворачивается и потом еще вот так вот катится. Тебе какую хочется? Хочется отельную. Хочу приземлиться уже назад в отеле, мне страшно. Да, нам сказали, что во время посадки камера нельзя. Ну, короче, чтобы она должна быть где-то вот, ну, типа сзади. Но я... Да ну ты реально, ты криминалишь? Я сделаю вот так. Но, ребята, это еще не все. В полете вас и нас ждет кое-какой сюрприз. Ребята, начинаются какие-то движения, посмотрите сюда! Он еще даже наполовину не надут, а я уже ниже его. Нормальный движ! Вот это технологии, ребята! Только что я видел огонь. Надеюсь, что это повторится. Офигеть! Капец, жара!
Из-за того, что здесь идет огонь, я прям жар чувствую. Вау, это, конечно, круто. Поднимается, ребята. Он такой огромный. Он невероятно огромный. Все, нас зовут. Офигеть, он очень большой. Я не ожидал, что шар такой неустойчивый. Его качает влево, вправо. Пробую на GoPro, вдруг получится передать масштаб. О, ну, кажется, да. Перелазить? Кстати, вот вам спойлер. Вы взгляните, в одной кабиночке? Да. Какие-то сверхтехнологии, там какие-то траектории всякие. Огонь. Снимаем. Я снимаю тебя, как ты снимаешь. К этому надо привыкать. Так, кладем пока эту камеру, потому что там недостаточно широкий угол, мы все не попадаем. Вы взгляните на масштаб. Он бесконечно огромный. Посмотри, какая там маршрутка, ты видишь? И там человек 20, а нас только двое. Если честно, я никогда даже не думал о том, что у ястреба зеленые лапы. Зеленые. Мы взлетели. Мы взлетели. Мы летим. Мы так медленно взлетаем. Так, ребята, вы сейчас вы окажетесь под корзиной. Мне очень нравится, что это не быстро, то, что это все аккуратно, но высота потихонечку начинает чувствоваться. Я вообще в шоке. Это очень высоко, ребята. О, их на самом деле, посмотрите, как много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И там летит кто-то. Какая красота! Какие-то поля. На самом деле, ребята, это все как-то очень быстро произошло. Я даже не рассказал какую-то предысторию. Это была мечта. Такая же, как прыгнуть с парашютом. И вот это произошло. Я не знаю, у меня нет слов. Во-первых, у меня заложило ухо, я уже не слышу на одно ухо. А во-вторых, это мега-мега красиво. И я смотрю на другие шары, они еще в раза 4 выше. Мы будем подниматься еще очень долго. Вай-яй-яй-яй-яй-яй. Что происходит? Ну какая высота, ребят, посмотрите. Я еще сейчас больше начал нервничать. Уже даже не пристегнуты. Так, мы на высоте где-то 1,2 километра, да? 200 метров. Обычно, когда я смотрю видео с высотой, и когда кто-то что-то такое экстремальное делает, у меня жестко ладошки потеют. А у меня в ногах пятки начинают типа вибрировать. Ребят, напишите в комментариях, есть ли у вас сейчас какие-то такие эмоции. Вот чтобы они были, нужно сделать вот так. Посмотрите сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как это высоко. Ой-ой-ой, у меня вибрация в пятках началась. Мы летим на шаре. И это, подписчики, благодаря вам. Реально, ради вас. Спасибо, что исполняете наши мечты. Только не урони GoPro, я тебя умоляю. О, а если челлендж, знаешь, такой? Ты что творишь? Ты что творишь? Ты что делаешь? У меня реально колени трясутся, это очень высоко. Мы очень быстро взлетели. Меня вот это поразило. Пам-парам-пам-пам-пам. Если честно, уже хочется домой. Мне хватит. Я насмотрелся, хочу уже в кроватку, под одеялко, чтобы все было безопасно, взять коктейльчик и лежать. Вау. Посмотрите, это реально настоящий хищник. О, полетел. Послушный. Да. Он знает, что его покормят, и поэтому делает кружочек и возвращается. Гений. Это просто нереально. У него маленький кусочек мяса сейчас в руке. Ребята, сейчас челлендж для вас. Попробуйте на этом кадре найти газель. Вот так вот она выглядит. И поищите ее на карте. Наш гид до этого говорил, что чтобы встретить газель, нужно быть мега везучим. Просто супер лаки. Чувствуешь это? Мы везунчики. Ну и, конечно, нельзя не отметить тот факт, что эта штука реально жарит. Вообще. Как у мангала стоять горячего. То есть, когда она включается, по спине, по голове просто огонь такой. Реально, чувствую себя сарделькой на гриле. Тут специально такая защитка стоит. Ну, под ней можно прятаться, но мы же любопытные, мы хотим снимать. И мы слышим, как вот оттуда, как они включают вот эту штуку. Нельзя, конечно, не отметить красоту. Это очень красиво. Можете прямо сейчас в комментах нам пожелать удачной посадки, легкой.
Очень забавно на воздушном шаре, что мы очень быстро снижаемся и также очень быстро набираем высоту. То есть не успеваешь глазом моргнуть и уже на другой высоте. Смотрите, мы уже вот очень близко к земле. Но по-прежнему это все еще высоко. Вау. Я на самом деле вот такого формата, как мы снимаем видео, вот с такой картинкой, чтобы прям вот GoPro-шка, камера, вот все вот так вот это подснять, я не видел видео в интернете. То есть, ну, как-то вот мимо меня это все прошло. Так что, если вы тоже в первый раз это все смотрите, и если вам интересно за всем этим наблюдать, то лайк под видео, ребят. Как он рулит? 4 веревки и опыт. Я вижу, что он только на эту педаль жмет. Ну не, иногда и веревки тягает. Вау, смотри, мы как будто в джунгли залетаем. Новая локация. Пролетаем над джунглями. Вот уже рукой подать, прям могу достать. За нами вон тоже хвост. Может, это фото на превью. Я жду, когда пшикнет. Ладно, мы, если что, огонь при фотошопе. Идем. Опа. Привлекаем. О, летит, летит, летит. И... Опа. Ой, у него такая мощь. Это очень необычно. Хищник, только если лев находится на земле, то это лев в воздухе. О май гад. Перегруз кайфа. Да, ребята, вот это я понимаю ролик. Вот это балдеж. Солнышко, ястребы, виды. Видели, он в камеру посмотрел. Узнал, что кто-то не подписан, сразу вопросик. Лампочка горит прям на экран, на весь, теплая, капец. Получайте витаминчиков, нагревайтесь, подогревайтесь. Ребята, мы выше облаков, это же вообще жесть. Тут какие-то два баллона с газом. По трубочке вот сюда уходит и вот что-то вот здесь вот подгазовывается. Планшетик, тут вот показывается высота. Покажи подписчикам еще раз, насколько большой шар. Ну вот просто такой, да? Он просто громадный. ну да. Он реально, он просто Реально, не... вот. Мне кажется, на камере все равно он кажется маленьким. Ну вот умножьте то, что вам кажется, на 2. И теперь посмотри, какой это магнитушитель. Вот это? Ну, поможет явно. Ай. Вот место посадки. Двигаемся туда. О, руление пошло, смотрите, реально. During landing, Вот. please. Он дернул за синюю штучку, и мы повернулись вот так, ну, вправо, короче. Так, смотрите, пошло руление. Короче, натянулся вот здесь трос. Куда-то туда, и вот эти две штучки потянулись. То есть вот у него всего 4 вот здесь вот рычага управления. Все как-то слишком просто. Я думал, это посложнее работает. Я думал, что здесь одна корзина для всех. Ну и типа можно ходить туда-сюда. А еще как в мультиках, я думал, есть пакеты с песком, которые, если что, отвязываешь, они падают. Да, я тоже так думал. Все, он говорит, выключай камеру. Начинается криминал. Смотрите, шары уже сдуваются. Ну ты, конечно, криминальщик. Happy landing. Вот это горизонт, а вот наша корзина. О. Все, мы выравниваемся. Выравниваемся. Happy landing. Yes! Ты чуть не перевернул. Испугался, я так испугался. Так, подписчики, вы тут упали. Опа. О, шляпу сняли. Смотрите, сейчас воздух уйдет. Вау. Это рарный айтем, реально. Я, например, такого раньше не видел. Интересно. Ну что, ребят, мы это сделали. За нами уже приехала машинка. You want to hold the Falcon and take a photo? Глент want. All the way through? Туристические движения пошли. Слушай, он не легкий. Сколько весит? Грамм 600-700. Вот такой кабан нормальный. Еще он клево балансирует. То есть он чувствует, когда падает, и такой... чик-чик-чик.
Ну что, ребята, как говорится, hope you enjoyed this video. Да, набрался тут английских фразочек. В общем, ребята, если кайфанули от этого видео так же, как и мы, обязательно ставьте лайк. Спасибо, что досмотрели его до конца. Это было видео из Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ба-ба. Да, с вами был я, меня зовут Влада 4 Глен. Всем пока!